Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 25 сентября, понедельник. Начну с приятных новостей. Их так не хватает, да, в условиях войны. И начну с темы, на которой мы здесь, на этом канале, специализируемся. Где-то месяц, а может быть больше назад, я вам говорил о том, что администрация США, в принципе, приняла решение о поставке «Атакамс» в Украину. Пару недель назад я вам сказал, что она «Атакамс» уже в Европе, но теперь могу сказать больше. Ракеты «Атакамс» не только на территории Украины, но они уже и стреляют. Не буду рассказывать всех деталей, чтобы потом меня не обвинили в том, что я навел на место их дислокации и так далее. Могу лишь сказать вот что. Залпы их зафиксированы, враг, то есть Мордор, об этом знает, он-то их и зафиксировал. Ничего сделать против них он не может. Скажу вам больше, что помимо ракет «Атакамс», пока все внимание было приковано к ним, Украина получила еще одно чудо-оружие, гораздо более эффективное, чем «Атакамс». Я имею в виду и по ударной мощи, и по радиусу дальности, по дальности полета. Таким образом, в общем, можно считать, что Украина имеет оружие возмездия, которое вполне может поражать значительную часть европейской части страны, включая столицу. Ну и в связи с этим, да, возникает вопрос, почему до сих пор официально об этом не объявлялось ни в Вашингтоне, ни, насколько я понимаю, до сих пор в Киеве. Мне так объясняют следующим образом. Ну, во-первых, что касается гражданских властей в Украине, то они в последнее время узнают о поставках, ну и вообще о самых таких деликатных и чувствительных моментах в военном плане, то есть и сюда же входит поставка оружия, в основном из сообщений иностранной печати. Ну, начало было положено, вернее, основная причина положена с дела о вагнеровце. Вы помните это дело, которое провалилось, ну и с тех пор здесь, ну не только в Вашингтоне, но вообще на Западе поняли, что чем меньше, чем позже гражданские люди, некоторые в Киеве, узнают о предстоящих событиях, тем лучше. Второе соображение состояло в том, что врагу не надо заранее объявлять о поставке этих ракет, чтобы он не убрал заранее все самые сокровенные свои объекты, которые теперь находятся в радиусе поражения. Чтобы они там оставались до тех пор, пока эти ракеты не начнут по ним стрелять. И вот, судя по всему, как раз это и происходит. Я вам рассказывал со ссылкой на американских, британских экспертов, что значит фактически поставка или принятие на боевое дежурство и применение «Атакамс» с южной части, с южных районов материковой части Украины. Но фактически весь Крымский полуостров он находится под в сфере действия этих ракет. Затем значительная часть российской территории вплоть до Ростова. Но это вызывает серьезные проблемы для логистики. Ну, как американцы посчитали, что, допустим, грузовик с боеприпасами российский, который теперь должен будет везти эти боеприпасы примерно от Ростова, а может быть и дальше к востоку от Ростова, для того, чтобы доехать до определенных локаций на Крымском полуострове, ему потребуется для этого, ну, ходка туда и обратно где-то, некоторые говорят, 48 часов. То есть это тяжелейшая нагрузка на логистику, а учитывая, что в Российской Федерации она традиционно не ахти, то есть это будет серьезная проблема. Ну и теперь надо решать вопрос кардинальным образом с Крымским мостом, через который идут 20%, 25% логистики в Крым. Ну и затем успешно, пока в последнее время продвигаются наступательные действия в Запорожской области, цель которых перекрыть наземный сухопутный коридор из Российской Федерации в Крым через вот те локации, через те территории, за которые сейчас ведутся боевые действия. Сообщается, вот буквально в воскресенье Институт изучения войны сообщил о
дальнейшем успехе вооруженных сил Украины в районе Вербова. Ну и продвижение там было замечено пару-тройку недель назад. Но там американцы пока не наблюдали до последнего времени тяжелой бронетехники. Они считали, что вот когда там появится тяжелая бронетехника в ВСУ, вот это можно считать отмашкой, типа «поехали». То есть к этому все дело шло. Туда сейчас задвигается тяжелая бронетехника, и потом, значит, должен быть нанесен массированный удар. Продвижение нужно не особо большое, то есть не обязательно для того, чтобы перекрыть этот сухопутный коридор, не обязательно доходить до Азовского моря. Главное его поставить в зоне артиллерийского поражения. Ну и с учетом сказанного, получается, что осенне-весенняя кампания предстоит достаточно жаркой. То есть враг, те части, которые расположены в Запорожской области, в районе Бахмута, они в значительной степени окажутся отрезанными от традиционных логистических цепей поставок. Придется им подмерзать, как гитлеровцам в свое время под Сталинградом. А в это время не будет иметь значения слякоть, дождь, грязь и так далее, потому что основной удар будет наноситься артиллерией. Ну, наконец-то это решилось, то есть двойной подарок, я напоминаю, не просто атакамс, которые уже стреляют, а еще более мощное, более серьезное оружие, более дальнобойное, более мощное, которое превосходит по своим параметрам атакамс. С Богом, как говорится, с Богом. Западные наблюдатели, в частности американцы, считают, что успехи последние в Запорожской области позволяют предположить, что скоро там наступательная операция пойдет более высокими темпами, будет, как говорится, веселей. В это время идет битва за Украину в Вашингтоне, за выделение денег, которые необходимы для помощи. Я так подозреваю, что вот те 6 миллиардов, которые Пентагон, как говорится, по сусечкам наскреб пару месяцев назад, вот они уже и истекают. Поэтому срочно необходимо новый пакет помощи. Деньги на помощь Украине, они заложены сейчас, если я не ошибаюсь, там сейчас неразбериха, но я изучал, много читал по этому поводу. Деньги для Украины распылены в 3 законопроектах. Их специально так распылили, чтобы, если один провалят республиканцы, прежде всего трамписты, то хоть остальные останутся. Значит, сейчас на этой неделе, скорее всего завтра, будет идти голосование по следующим законопроектам, где присутствуют деньги для Украины. Это на военные цели, там 300 миллионов заложено. Для Госдепартамента, это 2 законопроект, тоже деньги для Украины там есть. Для внешних операций, это, как я понимаю, Агентство Соединенных Штатов по внешнему развитию. Плюс еще Homeland Security, вот там не знаю, по-моему, нет. По-моему, там нет. В общем, нас интересует бюджет обороны на внешние операции и Госдепартамент. За уикенд произошли серьезные изменения. Я вам рассказывал, что в конце прошлой недели Маккартни, спикер Палаты представителей, решил убрать положение о ассигновании для Украины с вот этих законопроектов. Их туда специально включили, это сделала администрация, Белый дом, для того, чтобы вопрос о Украине подключить к большим, более глобальным и необходимым для принятия немедленно вещам, расходам, с тем, чтобы, так сказать, паровозиком их протолкнуть. Маковцы, трамписты подняли крик, начали требовать, чтобы оттуда изъяли положение про Украину. Маккартни сказал, что он изымет. И вот теперь в ходе уикенда, видимо, была проведена серьезная работа со стороны администрации и со стороны, назовем их так, здравомыслящих республиканцев-рейганистов. Короче говоря, вчера вечером
Маккартни заявил, что он не будет убирать из этих законопроектов ассигнования для Украины. Пусть они там и остаются. И если вот это самая безумная там Марджори Тейлор Грин будет голосовать против, пусть она голосует против, в том числе против закона о расходах на оборону Соединенных Штатов Америки. Считается, я говорю это так, скрестив пальцы, считается, что нахождение расходов на Украину в этих законопроектах, как это вот последняя новость от Маккартни поступила, свидетельствует о том, вернее, дает серьезную надежду на том, что она будет принята. Ну и слава богу. Правда, повторяю, это, так сказать, это мелочь. Ну, если можно назвать мелочь, там 300 миллионов, в других двух законопроектах какие-то суммы. Но это не 24 миллиарда. 24 миллиарда – это отдельный вопрос, и там предстоит большая битва. Она происходит на неблагоприятном, я вам скажу, фоне. Ну, когда я говорю неблагоприятный, господа, мы же должны понимать, идет война. Причем война на территории Украины, война идеологическая, психологическая, война идет в Конгрессе и вообще во всем американском политикуме. Причем я-то вас готовил к ней, я вам рассказывал месяцами, что угроза исходит от безбашенных трампистов. Вы или многие из вас слушали другие источники, которые вам рассказывали, залетных гастролеров в основном из Америки, которые вам рассказывали, какой плохой Байден демократы, а вот придут республиканцы и все, потекут молочные реки, кисельные берега, все будет обратно и так далее. Ну вот, то есть угроза грянула именно от республиканцев. И не просто потому, что, я так полагаю, ну некоторые из них безбашенные, но основная проблема в том, что Украина теряет поддержку среди американского избирателя. И вот это плохо, я вам об этом говорил, как минимум месяц назад, что Банковая не делает ничего для того, чтобы продвигать интересы страны среди американского народа. А это главное. В результате происходит падение в поддержке Украины. Последний опрос, который провела телекомпания ABC, вернее, по ее заказу приводили специализированные агентства по опросам общественного мнения, которые показали, что в целом, без разделения на республиканцев и демократов, 41% опрошенных считают, что Соединенные Штаты делают слишком много для поддержки Украины. И надо ли сокращать, или прекращать вообще. 41%, меньше половины. Но в феврале этого года таких было 33. То есть недоброжелателей, число их, количество выросло на 8%. Это не есть хорошо. А если взять середину прошлого года, лето прошлого года, то там их вообще было 14. То есть, как видите, тенденция очень неблагоприятная. Половина считает, что Соединенные Штаты делают нормально все. Так что пока еще ситуация не катастрофическая, но надо на нее обращать внимание. Потому что 7 месяцев назад тех, которые считали, что достаточно, было 60%. И даже считали, что надо увеличивать. А летом прошлого года те, которые считали, что надо увеличивать, было 73. 73, сейчас 50. Нехорошая тенденция. Как теперь? Что происходит? Падение, как я раньше рассказывал, прежде всего происходит среди избирателей республиканцев. Среди них те, которые считают, что слишком большую помощь США оказывают Украине, их 58%. А среди демократов таких в 3 раза меньше, 22%. То есть вот за счет демократов, избирателей, еще держится половина, немножко больше половины среди всех избирателей, которые считают, что надо продолжать. Потому что если бы была тенденция, как среди республиканцев, я повторяю, среди них 58 считают, что надо завязывать с помощью Украине. Ну, можно еще раздробить. Тут интересные еще факторы, которые дают пищу для размышления. Разброс в позициях, во мнениях происходит еще по, так сказать, идеологическому спектру. Среди консерваторов количество
тех, которые считают, что надо завязывать с помощью, с февраля месяца увеличилось на 13 пунктов, на 13%. В то время, когда среди либералов и умеренных практически ничего не изменилось. То есть консерватор, значит, вот получается, кто недоброжелатель главной Украины в Соединенных Штатах? Это республиканец-консерватор. Потому что реаганисты, надо полагать, это или умеренные люди, или, так сказать, с демократическими или либеральными воззрениями. Дальше. По гендерному полю прошлось. Значит, среди мужчин, сторонников сокращения или прекращения помощи Украины на 12% больше, чем среди женщин. Ну и, наконец, уровень образования. Чем ниже образование, чем ниже уровень жизни и квалификации людей, тем более негативно они относятся к помощи Украины. Итак, получается, суммирую, наши сторонники в Соединенных Штатах – это демократы, либеральные или независимые, женщины, люди с хорошим образованием, люди с нормальными доходами, люди, устроенные в жизни. Ну и все остальные – это консервативный республиканец, значительное количество дебилов, которые не могут найти себе место жизни, не только потому, что они дебилы, а может, потому, что они еще и лентяи и так далее. Вот такая происходит вещь неприятная. Я обращал ваше внимание на то, что власти Украины, но у нас есть ветви власти в Украине, которые, вернее, исполнительные, да, которые работают. Это вооруженные силы Украины, это спецслужбы, специальные операции, которые творят чудеса на поле боя. У нас есть другие ведомства, которые должны заниматься внешней политикой, которые должны заниматься пропагандой, информационной войной. Мы же знаем с вами, как враг рассчитывает, что информационная война, она как применение ядерного оружия. Она важнее, может быть, даже, чем на поле боя. 3-1, более важно и так далее. Казалось бы, деньги есть. Можно было бы что-то тут развернуть. Ничего не делается. Вернее, как? Наняты 2 лоббистские структуры. Одна – это Расмуссена в Европе, другая здесь, в Соединенных Штатах Америки. Занимаются они рекламой, вернее, пиаром не Украины, Ермака. Вот тут циркулировали документы, которые запрос делает американская юридическая лоббистская компания к средствам массовой информации Соединенных Штатов, где просят, первое, организовать интервью Зеленского, второе, организовать интервью Ермака с различными средствами массовой информации. Ну и вот, и что мы в результате имеем? В результате мы имеем полный провал, а враг работает. Враг работает. Причем, по моим наблюдениям, он залез уже в структуры, которые не только с республиканцами, но вот самыми махровыми группами республиканцев, это трампистов, работают. Плюс еще, судя по всему, они еще забрались в компанию людей, которые представляют себя диаспорой Украины в Северной Америке. Это вообще кошмар какой-то происходит. Я рассказывал о них. Они хвастались накануне визита Зеленского, что они распространяли в Конгрессе среди сенаторов, конгрессменов писульки, подготовленные трампистским центром, известным как Центр фейкометания. И вот они распространяли накануне приезда даже Зеленского, который ехал в Вашингтон просить деньги у Байдена, они распространяли эти писульки, которые против Байдена. То есть они разжигали страсти среди тех, которые сейчас хотят провалить ассигнование на помощь Украине. А потом я их послушал краем уха, что они говорят после завершения визита Зеленского. Они говорят, что он закончился провалом, а республиканцы... Уже тогда стало известно, что они против, они хотят провалить ассигнование на помощь Украине. Они обиделись на Зеленского за то, что он поднял во время визита, выступления, вот этого я не слышал, в ООН якобы,
поднял вопрос о необходимости решения вопроса о климате. А это вопрос, значит, который поднимает как флаг администрация Байдена, республиканцы против, и они обиделись, и вот теперь они хотят сорвать помощь Украине. Но это просто идиотизм, потому что вопрос о климате, изменении климата, он настолько ничтожен, несмотря на всю ее значимость, которую я признаю, он настолько ничтожен против той войны, которая идет на территории сейчас Украины, ее геополитической значимости для всего мира, что это не Зеленский или Украина должны подстраиваться под платформу сенатора Теда Круза. А сенатор Тед Круз, если у него есть хоть малейшее понимание в геостратегических интересах Соединенных Штатов, должен свою платформу подстраивать под ту войну, которую ведет Украина. Ну, в общем, вот так вот. Все перемешано, все смешалось в доме Облонских, потому что не ведется никакая работа в этом направлении. Идет пиар Ермака, Украина на этом фоне теряется. Но, слава богу, есть силы, это мощные силы в мире, которые приходят на помощь Украине в самый нужный, в самый ответственный момент. Вы не поверите, это мировая аристократия, господа. Кто бы мог подумать? Многие из вас, наверное, знают, что на прошлой неделе, вот на закончившейся, состоялся 3-дневный визит короля Чарльза во Францию. Это был такой помпезный визит со всеми гламурными делами. И он выступал в полном присутствии всего Сената. А затем был пышнейший прием в Версальском дворце, где была вся аристократия в Европе. Туда даже, говорят, затесался Папа Римский, которого никто туда не приглашал, но он говорил, что не во Францию приехал, а он так по пути в Марсель заскочил на огонек туда. Там его не ждали. В свете некоторых последних непонятных заявлений Папы Римского насчет его позиции Ватикана по поводу войны, отечественной войны Украины против Мордора. Ну так вот, значит, выступая перед французским сенатором, Чарльз произнес то, что от него не ожидали. А именно, значит, он вспомнил, зашел издалека, он вспомнил Вторую мировую войну, он вспомнил июнь 1941 года, когда буквально за несколько часов до капитуляции Франции перед Гитлером Черчилль предложил де Голлю образовать конфедерацию. Ее назвали федерацией, но на самом деле это была конфедерация. То есть это единое государство, слить две страны, два государства в единое, которое будет иметь единое гражданство, единое правительство, кабинет министров. У него будет единая военная политика, внешняя политика, экономическая, финансовая. Для продолжения совместной борьбы, как одно единое целое государство против Гитлера. Но это не удалось, потому что Франция уже она была готова к капитуляции и капитулировала. Потом он вскользь сказал, но мы победили совместными усилиями. И вот теперь мы сейчас, говорит король, сталкиваемся с такой же атакой на наш континент, как было тогда. То есть это агрессия неоправданная, ничем не оправданная агрессия Путина, России против Украины. То есть он сравнил агрессию Путина против Украины с нападением Гитлера на всю Европу, на весь континент. Вот какой полет мысли. И, как сказал король, мы сейчас опять находимся вместе, и мы едины. Сейчас я даже процитирую. Вместе мы непоколебимы в нашей решимости сделать так, что Украина победит с триумфом. То есть вы представляете, на какой уровень он поднял вопрос о оказании помощи Украине в ее борьбе против агрессии Москвы, которую он сравнил с агрессией Гитлера против всей Европы. Я вам скажу так, если брать историю Второй мировой войны, там в самом начале была подписана Атлантическая хартия между Рузвельтом и Черчиллем. И она положила начало совместной борьбе,
которой потом подключился Советский Союз. Все это закончилось разгромом фашизма, возникновением или созданием Организации Объединенных Наций. То есть был заложен фундамент Атлантической хартии, был заложен фундамент и победы над фашизмом, и послевоенного устройства мира. Так вот, то, что сказал король Чарльз, если его дальше раскрутить, а мне говорят, что это очень серьезное настроение, вот такие, действительно, в Лондоне сейчас имеет место. И если дальше работать над этим, это может стать, ну, можно называть ее, хотите, Парижской хартией. Вот где поле деятельности для внешней политики Украины, если этим вопросом будут заниматься профессионалы, которые понимают, о чем идет речь. Это нужно подключаться посольству украинскому в Лондоне. Ну, правда, она пустует, и не дай бог туда возьмут этого Леху. Правда, мне сказали, что никакого агримана ему не дадут. И это будет расценено, попытки назначения Леху туда послом будет расценено как диверсия, как плевок в лицо Великой Британии. Ну вот, значит, у меня был один из моих товарищей, был на приеме в Версальском дворце. Там был весь бомонд, как я уже сказал, вся аристократия, политическая элита обеих стран. Ну и там вот говорили о полной решимости помогать Украине до вот этой триумфальной победы, о которой сказал король. И проявлением этому стало вот то, что я сказал в самом начале, поставка Великобритании вот этого чудо-оружия, которое по своим тактико-техническим характеристикам превосходит ракеты «Атакамс». Вот, собственно говоря, что я хотел сказать на этом этапе, господа. Так что, наконец-то лед тронулся, господа. Наконец-то ВСУ получило то, что нужно, и дальше больше. На подходе еще танки «Абрамс». То есть настало время, хорошее время для решения вот тех вопросов с Крымом, о которых мы столько времени с вами говорили. Вот на этом позвольте закончить этот выпуск. Завтра будет очень важный день. Очень надеюсь, что все будет нормально. Ну и, как обычно, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!